Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Поздравляю вас с наступившим Новым годом! Всего вам наилучшего, сияния чистого разума и доброты в сердце. Сегодняшний выпуск будет только ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много, около 180, и мы с Талой, моей помощницей, выбирали те, которые более конкретные, пространные вопросы, на них надо читать лекцию. Поэтому мы выбрали приближенные к жизни вопросы, и я думаю, что всем вам будет интересно послушать, потому что каждый из вас найдет что-то схожее со своей судьбой. Буду зачитывать вопросы и давать ответы. Уважаемая Ольга, искренне благодарна вам за вашу работу, ваши лекции, ролики помогают разобраться во многом. Я столкнулась с проблемой, которая не дает мне жить и двигаться вперед. Все время возвращаясь к ситуации годичной давности, в результате которой разрушились мои иллюзии и сложившийся годами образ жизни. Я верила в честность и преданность своему делу, своего руководителя и делала много для улучшения престижа и авторитета учреждения в рамках своего понимания. Однако в результате доноса мою ошибку использовали и преподнесли ему как умышленное нарушение. Руководитель не стал разбираться и угрозами принудил меня уволиться, хотя за предшествующие 17 лет качество моей работы и компетентности не подвергалось сомнению. Моя деморализация и разочарование идолом были так велики, что я даже не попробовала защитить себя. В результате мои коллеги, в том числе те, кого я искренне считала друзьями, поддержали негатив и всячески препятствовали моему трудоустройству в другом учреждении аналогичного профиля. И мне пришлось отказаться от любимого занятия, которому я посвятила много лет, изменить свою специальность и начинать с нуля. Я многое переосмыслила и поняла свои промахи. Однако чувство униженности, неполноценности преследует меня до сих пор. На что мне опереться в данной ситуации, чтобы начать жить снова? В первых строчках своего ответа я хочу описать, что было там. Судя по тому, что вы говорите о честности, преданности, это было пребывание не совсем на работе, а как в секте, как в некой духовной организации, где был свой гуру, руководитель. То есть вы описываете это как человек, который был в религиозной организации. И не знаю, может быть, так и было, это одно, но если так не было, это была коммерческая организация, то это говорит о вашей определенной конфигурации личности, которая создает идеализированную картину, и это помогает, когда мы кого-то идеализируем, автоматически сдерживать все негативное, что в нас есть. И когда мы идеализируем организацию или другого человека, мы действительно лучшей стороной к нему поворачиваемся, но если будет вот схожая ситуация, вот такое предательство, то ощущение, что ты падаешь и разбиваешься с большой-большой высоты. То есть нам надо быть, несомненно, влюбленными в работу и в коллег. Вот, я тоже влюбленная в своих зрителей в какой-то мере. Но понимать, что есть идеализированная картина, желаемая, а есть реальная. И вы однозначно считаете себя непогрешимой. То есть вот это вот ощущение обиды, ощущение предательства, оно возникает у нас, когда мы считаем, что мы абсолютно правы. То есть мы были непогрешимы в этой ситуации. И когда мы начинаем узнавать свою темноту, то всегда легче становится и понимать, что вот это наше служение идеалу и идеалистическое служение этому идеалу, оно
позволяет нам соприкасаться с чем-то своим. То есть мы этим немного манипулируем другими людьми. Ну, посмотрите, какая хорошая, посмотрите, какая я приятная, какая я замечательная, ну как меня можно не любить? То есть мы таким образом формируем желаемое отношение к себе. И нам все время хочется сказать, нет, мы это делаем для других. Для других, да, я тут не спорю. Но мы таким образом получаем определенное отношение к себе. И если что-то рушится вот в этом сценарии, то есть отношения становятся, вот как в вашем случае, противоположным, то мы теряем почву под ногами. То есть получается, что в то, что я верила, не работает. Второй момент – это то, что вы стали козлом отпущения. У меня есть где-то видео, можно загуглить «Козел отпущения Демчук», про то, что все повернулись вокруг вас. И так бывает, когда человек слишком хороший, и его начинают ненавидеть за то, что он слишком хороший. То есть он не демонстрирует свои темные стороны, и люди начинают комплексовать, и когда этот прекрасный человек оступается, все с радостью на него набрасываются. Так бывает, например, с какими-то блогерами, которые позиционировали себя как прекрасным, или там вегетарианцы, проповедовали здоровый образ жизни, а потом их застукали за поеданием мяса. Все с радостью набрасываются, потому что они были как соринка в глазу со своей хорошестью. Это не про то, что вам надо стать плохой, но про то, что ваше показывание себя идеальной другим людям, оно имеет вот такие последствия. И как вам отпустить эту ситуацию? Ну вот понять, что вы не непогрешимы, что там была ваша выгода и ваша доля ответственности. Я не оправдываю этих людей, но когда мы понимаем, что мы не невинно пострадавшая жертва, а есть причинно-следственность в любой ситуации, то тогда нету вот этой злости с обидой перемешанной, которую мы не можем отпустить. То есть, если мы держим в голове какую-то ситуацию и атакуем там коллектив или другого человека, это говорит о том, что мы точно себя считаем в белом в этот момент. Потому что как только мы можем без аутоагрессии принять свою долю ответственности, эта ситуация уходит. Второй вопрос от Валерии. Я осознанно уничтожаю отношения с мужем ревностью. Поймала себя на том, что когда нахожусь в состоянии жертвы, в обиде, ищу повод для ревности. Естественно, я его нахожу и довожу наш разговор до абсурда, чтобы потом с ним долго не разговаривать. До этого во взаимоотношениях такого не было. И если раньше я избегала, то сейчас демонстрирую зверя в полной красе. Что должно произойти, чтобы я вышла из этого круга? Ну, мне для полноценного ответа на ваш вопрос не хватает подробностей, а именно, может быть, вы раньше были реализованы, вы работали, а потом вышли замуж и перестали работать, возможно, родили ребенка. И любая женщина, которая оставляет свою деятельность надолго, она начинает самоутверждаться другими способами, в том числе через придирки по отношению к мужу, потому что муж становится кормильцем, и любой человек, который на иждивении, он чувствует неполноценность, и он хочет своего кормильца немного опустить вниз, то есть сделать его более плохим для того, чтобы не чувствовать себя на его фоне таким ущербным. И здесь надо понять, что перед этим произошло, перед тем, как вы начали вот эту ревность стимулировать свою. Там было какое-то событие, ну, может быть, накопилось что-то, я имею в виду, ну, вот вы не работали, а в какой-то момент все, больше не могли быть. И то, что вы устраиваете сцены, говорит о том, что муж каким-то образом вас не останавливает. То есть он чувствует вину, и из-за этой вины вы чувствуете его
слабое место, ахиллесову пяту, в которую вы бьете, в которую вы колете. Перед Новым годом вышло видео, там как раз про ревность. То есть надо понять, почему вы в эту игру играете. Но это однозначно попадание в слабое место, и вот вы говорите, чувствую зверя, и зверь не может пройти, чтобы не попить крови с этого открытого места. Ну и что должно произойти, чтобы вы вышли? Ну, здесь или муж вас остановит каким-то иным способом, или же вы найдете возможность реализоваться и будете эту значимость где-то добирать в другом месте. Знаете, не буду я читать имена, просто буду читать вопросы, автор узнает. Как справиться со злостью, если сын тяжело болен шизофренией, и мне невозможно больно отвечать на вопросы родственников о его состоянии? Порой злоба служит топливом для моих сил, но не могу себя заставить даже ответить на звонок. Диагноз сына давно приняла. Ему 19 лет, сейчас находится в спецлечебнице. Мне 45, и кажется, он вся моя жизнь, хотя понимаю, что это может быть не так. Всю жизнь была интровертом, но сейчас прям социофобия какая-то появилась. Хочу побороть злость и прийти к согласию с окружающими, при этом не разрушив все вокруг. Ольга, я большая ваша поклонница, вы одна из самых мудрых женщин на Земле, я в этом уверена. Спасибо за слова в конце. Ну, давайте разбираться. Во-первых, больной ребенок, тем более психически больной ребенок, это то, что меняет жизнь матери навсегда. Здесь есть такие внешние обстоятельства, особенно больные дети у матерей, которые не проходят бесследно. То есть этот отпечаток, он будет на вас всегда, и с этим надо смириться. Вот вы пишете, что вы приняли это, но ни одна мать не может это принять. Ну, вы, как, наверное, умом это приняли. Я верю, что умом вы приняли, но где-то внутри вы по-прежнему продолжаете противостоять этому. И это тоже нормально. Это не то, что надо лечить. И понимать, что когда кто-то спрашивает у вас про ребенка, то он всегда напоминает, вот стараетесь отвлечься, а каждый спрашивающий, он напоминает вам об этом. И если каких-то людей можно попросить избегать этой темы, объяснить, сказать, что меня это ранит, что я пытаюсь жить, и это стимулирование доминанты, скажем так. Они это могут не понять, что расспросы про это, они не делают ничего, не дают вам никакой новой информации, потому что шизофрения есть шизофрения. И вы только раните меня этим. Кому можно, так объяснить. А кому нельзя, надо понимать, что это злость за то, что вам напоминают. И стараться отвечать максимально коротко, чтобы свернуть этот разговор для себя. Кажется, что он вся моя жизнь. Ребенок для матери, да, это часть ее жизни. И здесь надо скорее, на мой взгляд, научиться не жить, как будто этого нету, а жить с пониманием, что это есть, и это будет влиять. Социофобия, потому что любая мать, у которой ребенок больной, себя чувствует неполноценной сама. То есть она та, которая не смогла родить здорового ребенка. То есть напоминание о сыне – это всегда напоминание о вашей ущербности внутри. И это достаточно сложно преодолеть. Вроде бы ты понимаешь, что есть там какие-то причины генетические и так далее, но это ощущение ущербности, оно все равно есть. И не идти на поводу.
Вот не идти на поводу в мыслях о своей ущербности. Она будет выскакивать, но стараться это не развивать. И самое главное понимать, из-за чего эти негативные эмоции. Ну, из-за чего я вот здесь вам описала. Хочу побороть злость и прийти к согласию с окружающими, при этом не разрушив все вокруг. Ну, вот с кем можно поговорить, а с кем-то, может быть, и не стоит общаться. Есть люди, которые знают больное место и специально туда клюют. Поэтому, возможно, надо уменьшить круг общения. И вы говорите, я была интровертом, и понимать, что я была интровертом, а сейчас социофобия. Понимать, что маленькое количество знакомых и друзей – это нормально. Вот в вашем положении это нормально. И, возможно, найти коллективы, где не знают о вашей беде, я не знаю, какие-то, может быть, группы психологические. Не говорить про это. Ну, людям не обязательно это знать и всем это говорить. Попробовать найти круг, где не знают про это, попробовать выстроить с ним, с этим кругом контакт. Но самое главное – это понимать, что вы тоже болеете из-за болезни сына. Я имею в виду, что вы тоже раненые. Раненые и иметь право на защиту своей раны, скажем так, того, что вам болит. Следующий вопрос. Уважаемая Ольга, живу в последние 5 лет в постоянном движении. Бесконечные командировки, перелеты, смена места жительства. Начинание разных увлечений, из которых до конца не довел ни одно. Работа стрессовая, но как будто без стресса жизнь не ощущается. С одной стороны, устал от этого и хочется спокойствия, но и страх, что на одном месте долгое время будет скучно и однообразно. Когда, например, месяц живу на одном месте в родном городе, то в итоге дико хочется куда-нибудь уехать. Ощущение постоянной погони за призрачным счастьем. 43 года, 2 детей в разводе. Ну, человек обычно бежит сам от себя, от пространства, которое у него внутри. То есть это неспособность выдерживать себя. И когда внимание личности, психика задействована переработкой новых впечатлений, новых мест, то человек отвлекается сам от себя. То есть мы можем сказать, что личность как будто живет внутри дома. Ну, ее психика – это ее дом, ее внутренний мир. И в этом доме невыносимая обстановка. Это как молодые люди ждут 18 лет, чтобы сбежать из дома, потому что находиться в нем невыносимо. Вот в вашем доме находиться невыносимо. Почему это может быть? Ну, у меня есть много видео про аутоагрессию, вот про претензии в видео вышло. Там какой-то маленький адик у вас. Там какое-то идет внутреннее общение с самим собой, от которого тошно. Вот попробуйте этот внутренний диалог вывести или в аудио, или записать его. И когда будете записывать, вот лучше голосом, потому что тогда будет слышен эмоциональный контекст. Там будет про какое-то очень мощное давление на себя с унижением, с предъявлением претензий, с нападками, с недовольством. И тяга к разрушению. Я думаю, что вы этими уездами, вы таким образом сохраняетесь, потому что если вы останетесь на одном месте, вы начнете крушить. Ну, не буквально, а эмоционально, скажем так. Поэтому здесь надо работа с психологом, и надо разбираться, что за процессы происходят у вас внутри, почему они невыносимы.
Вы пишете за призрачным счастьем погонь, но это скорее поиск эмоционального состояния, в котором вы будете счастливы. Вам кажется, что это что-то вас должно сделать счастливым, а здесь скорее место, где вы начнете вырабатывать счастье. Потому что сейчас не счастье. Беда там у вас внутри. Такой мой ответ. Следующий вопрос. Уже как 8 месяцев погиб мой мужчина, моя жизнь на паузе, все разделилось на двое. Одна часть меня убеждена в реальности и верности события, вторая уверена в перевоплощении и ищет возможности связи. Ежедневное чувство вины, что предчувствовала и не сказала, через час его не стало. Все было вместе, взаимно, диалоги, стремление, планы, решения, жизнь вместе. Это та самая любовь с принятием и плюсами, и минусами. Теперь я не знаю, что мне делать тут дальше. Как идти дальше? Ксения, 8 месяцев – это маленький срок. По практике я знаю, что около 3 лет. 3 лет человек находится приблизительно 3 года, кто-то больше, кто-то меньше, находится в переживании утраты. То есть фактически, особенно учитывая вот эту вашу близость, вам надо обрезать все те ниточки сюжетные, которые были, и переписать это все. Здесь надо дать себе время, и надо медикаментозная поддержка. Сходить к невропатологу, к психиатру. И я думаю, что надо попить антидепрессанты, потому что эмоциональный контекст вашего послания, он такой тяжелый. Вы пишете как бы простыми словами, но я интуитивно ощущаю эту вашу тяжесть, и вот потому что я не знаю, что тут делать, это говорит о том, что есть мысли о уходе из жизни. То есть, когда эти мысли есть, здесь надо помощь медикаментозная. И вы не поверите, насколько это может вас поддержать. Потому что вы сейчас внутри себя атакуете. То есть такое депрессивное состояние, оно из-за атак на себя. Из-за того, что вы постоянно себя грызете. Вы постоянно, вот особенно, что предчувствовала и не сказала, это такое гнобление, прям закапывание себя внутри. То есть у вас надо сейчас из рук вырвать те инструменты, которыми вы уже себя убиваете. Поэтому я вам рекомендую антидепрессанты и даже не рекомендую вам психолога, потому что если идти к психологу, то надо к тому, кто сам пережил утрату. Потому что вы будете лить это горе, и это выдержать может только тот, кто сам с этим встретился. Через 3 года не делать выводы о жизни раньше, чем через 3 года. 3 года вы утрате. У меня где-то есть видео «Горевание по утрате» на канале. Рекомендую вам его посмотреть. Оно тоже прочерчит какие-то контуры, ответит на ваш вопрос. Я вам соболезную, сочувствую и ощущаю, в каком аду вам сейчас приходится жить. И здесь важно, чтобы появилось желание себя спасти из этого ада. Следующий вопрос. Давно психотерапия в целом поменялся значительно, но до сих пор не могу принять свои тонкие места, типа реакции, внешности, голос даже, и поэтому до сих пор боюсь себя явить миру как бы. Боюсь вступить в знакомство, так как чувствую неловкость, хоть уже и не пытаюсь от нее избавиться. И подсознательно не гноблю себя за это, но позывы к аутоагрессии сохраняются. Возможно, безусловное себя принятие по итогу и как. Не знаю, мне кажется, безусловное принятие такая сказка. Знаете, как военкомат принимает безусловное мама.
а все остальное обусловлено. Даже мы обусловленно принимаем. Вы пишете, давайте с голоса начнем. Ну, голос, он ставится. Голос, он то, что можно поменять. Можно говорить вот таким голосом, а можно говорить вот таким. И вы можете выбирать, каким голосом вам говорить. Здесь надо обратиться к специалисту и поставить голос. Сделать его таким, как вам хочется. Внешность. Ну, внешность, она тоже зависит от того, сколько усилий прилагается. Можно кого-то сделать презентабельным, а можно кого-то сделать страхолюдинкой. Так что здесь тоже помощь специалистов, стилистов и так далее. Реакции. Реакциям тоже можно научиться. Вы говорите, что давно психотерапия, но в психотерапии точно можно реакции свои поменять. Вы так пишете, как будто вы не хотите меняться, но хотите, чтобы у вас поменялось отношение к себе. Так не бывает. Не будет такого, что вы будете за счет психотерапии начнете себе нравиться, и при этом не будете прикладывать никаких усилий к тому, чтобы вести себя по-другому, к внешности и голосу. Так не бывает. Возможно, попробуете еще дополнительно что-то к психотерапии, но и реакции, и внешность, и голос — это все можно поменять. Так что предлагаю вам перестать копаться внутри и начать заниматься тем, чтобы на это начать влиять и с помощью других людей, которые могут в этом помочь. Потому что часто психотерапии занимается тем, что снимает с человека вот неполноценность, аутоагрессию, но это не влияет на поведение. То есть на поведение влияет это, когда вы понимаете, какой у вас контакт с внешним миром, как вы ему предъявляете, с кем вы себя ведете так, с кем так. То есть здесь про налаживание контакта с внешним миром и приложение усилий для изменения качества этого контакта. Следующий вопрос. Мне 22 года, моей помехой в выстраивании жизни является хаотичность в голове. Перед выполнением любого дела, даже уборки, возникает вопрос, с чего начать. Нет чувства приоритетности, потому что все кажется важным. Не знаю, на что обращать внимание, а что вообще внимания не требует. Очень сказывается на общении с людьми, ведь часто говорю, делаю что-то неуместное. Еще проблема с распознаванием того, что происходит внутри. Все это вводит в прострацию, у меня уже хроническая ошарашенность. Красиво написали. Хроническая ошарашенность. Ну, вы описываете ориентацию не на приоритеты, а на эмоции. То есть есть понимание, что важно с точки зрения внешней реальности. То есть первое, когда прорвало трубу, что надо сделать первоочередно. Если прорвало чуть-чуть, надо положить там тряпку и звонить, вызывать мастеров. Если вода хлещет, то надо, не знаю, штору срывать и кидать туда. А если мы ориентируемся на эмоции, то тогда хочется бегать и кричать «а-а-а». То есть для понимания приоритетности необходимо ориентироваться не на эмоции, которые загораются более ярким светом, а на то, что важнее с точки зрения действительности. Это когда, например, ругаешься с мужем, но ты помнишь, что ты хочешь жить с ним вместе. И исходя из этого строишь свой разговор. А когда у тебя нету этой цели, то тогда твои слова становятся слишком жестокими. Ты с ним говоришь, как будто говоришь в последний раз. Но ты сейчас закончишь разговор, и вы разойдетесь.
То есть здесь мы в целом говорим про выход из запертости внутри, когда мы не в мире имени себя, а мы часть этого внешнего мира. И здесь надо вот и про неуместность, то, что вы говорите, неуместность с людьми, это тоже про невозможность выйти из этого мира имени себя. То есть это слишком большая зацикленность на себе, это не узнавание своих чувств, ну, потому что вами сейчас чувства руководят. И здесь в первую очередь надо обратить внимание на эту зацикленность. Ну, вы молодая, 22 года, тут это нормальное почти состояние. Разобраться с эмоциями, понять, как эмоции вас куда-то зовут, влекут, и не идти на поводу этого. Следующий вопрос. Вопрос написан українською, буду перекладати. Здравствуйте, пани Ольга. Как ментально справиться с желанием, которое со временем переходит в жизненные испытания? Приведу пример. Мы с мужчиной в браке довольно долгое время. Есть желание иметь детей. Физических заболеваний тяжелых нету. Несколько раз делали искусственное оплодотворение, но желание не воплощается. Я с этой ситуацией пережила все теневые стороны. Злость на мир, аутоагрессию, зависть, обесценивание других. Начала ходить в церковь, потому что хотела, чтобы Бог мне дал. Потом поняла, насколько я лицемерно отношусь. Посоветуйте, как правильно подойти к невоплощенным желаниям или невозможным желаниям. Спасибо. Ну, для женщины, начну издалека, для женщины невозможность иметь детей – это очень стрессово. Потому что женщина себя не ощущает полноценно. И это прошито на генетическом уровне. То есть физиологическая как бы природа женщин, она требует детей. И плюс еще отношения других людей, особенно там мам, бабушек, которые настаивают на этом. И достаточно сложно помыслить себя как женщину, которая этих детей иметь не может. Я не знаю, может там случиться так, что у вас появится ребенок, но я говорю про сейчас. Вы сейчас та женщина, которая не может иметь детей. Ни в коем случае не ставлю точку. И это невозможность принять себя такой. Пересобрать свою идентичность и понять, что в этой идентичности этой опции сейчас нет. Хочется атаковать это реальное я. Вот это как раз реальное я, у которого нет детей. И хочется из идеального я его постоянно атаковать, наказывать, издеваться над ним. И понимание, что я такая, и мне надо с собой такой научиться жить, оно возможно только если вы в других своих аспектах увидите, как вы эмоционально давите, когда вам что-то от себя надо. То есть это в целом ваше эмоциональное давление, дай то, что я хочу. Вот это видео про предъявление претензий, когда голодные волчата нападают на волчицу, дай то, что я хочу. Вы себя атакуете. И поэтому развернитесь из претензий к миру в сторону того, что вы делаете с собой. Насколько вы нещадно относитесь к себе и требуете у себя «дай». Следующий вопрос. Здравствуйте, Ольга. Я работаю мастером по наращиванию ресниц уже 10 лет. У меня большая клиентская база, и откровенно неадекватных ситуаций в моей работе практически нет.
Но есть небольшая часть клиентов, которые, как мне кажется, разрушают меня. Вроде бы ничего такого. Но, например, есть клиентка, которая приходит каждые 3 недели и рассказывает о том, какая у нее богатая, роскошная жизнь и семья. Как все дорого сейчас, и как она привыкла покупать все самое шикарное, меня это просто выводит из себя. Еще одна, которая во время процедуры курит одноразовую сигарету мне в лицо, и мои просьбы этого не делать забывается буквально за 15 минут. Я давно смотрю ваш канал, начинаю понимать, что вообще не могу справляться с такими ситуациями. Я начинаю очень сильно злиться, потому что эти мысли в голове по несколько дней, я не могу сохранять человечность на работе с этими людьми. И очень часто отвечаю агрессией или просто молчу, чтобы не сорваться. Очень хочу отказаться от тех, с кем уже нет сил работать, но тут же включается другая часть, что можно потерпеть, что клиентки эти быстрые, что они давно ходят и приносят деньги, что не такие это прям сложные ситуации, что раньше было гораздо хуже, что я просто не могу свою гордыню убрать, чтобы работать дальше и так далее. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мыслить в данной ситуации? Ну, гордыня тут ни при чем. Но вот эта клиентка, которая рассказывает, что она покупает все самое шикарное, она вас ест. Она понимает, что раз вы наращиваете ресницы, то сами на себя зарабатываете, и она таким образом на вас самоутверждается. А клиентка, которая курит вам в лицо, она плевать на вас хотела, она делает, как ей хочется. Вам не кажется, это не гордыня. И здесь, мне кажется, важно понять, что из этих клиенток у вас не хватает терпения на других и жизненной энергии. То есть они будут сжигать вашу батарейку очень быстро. Я, например, в своей работе, когда у меня есть такая невыносимость с людьми, например, кто-то орет там постоянно, да, я говорю, я могу некоторое время ваш крик выдерживать, но потом нет. Нам надо разобраться, или вы переходите на спокойный тон, потому что я перестаю что-то слышать, если на меня орут. Или же вы спокойно это говорите, или же, я не могу. Я говорю это «я не могу», и это действительно «я не могу». Вот, может быть, и вам, клиенткам, сказать, что я не могу. Я не могу с вами работать. А той, которая рассказывает про роскошную жизнь, не надо просто несколько раз ее не записать, и она найдет другого мастера. Схитрите. Если вы не можете идти в открытый конфликт, схитрите, но вам надо заботиться о себе, потому что если я знаю это по себе, если я игнорирую свою невозможность, то я начинаю косячить со всеми остальными клиентами. У меня не хватает сил на всех. То есть если это клиент такой, что мне его надо принять, а потом 3 дня отдыхать, то я делаю выбор, признавая свою слабость. Я признаю, что я не могу, я не обвиняю его, я говорю, я это выносить не могу, и это очень дорого для меня. Так что рассудите вот так вот аналитически, логически, и уберите вот эту всю гордыню, уговаривать, потерпеть, потому что если половина клиентов раздражает, это уже претензия к вам. Но действительно есть такие типы личности, которые, чувствуя слабость, начинают самоутверждаться. И если у вас нет опции себя защищать, то надо убегать. Я имею в виду избавляться. Дорогая Ольга Федоровна, благодарю вас за возможность задать вопрос и за вашу веру в людей. Мой вопрос. Недавно резко испортилось отношение к моей с моей очень до того близкой подругой. Думаю, что основная причина, что мы разные, и в важной ситуации мы обе реагировали так, как не ожидали друг от друга. Мне очень жаль, что я не оправдала ее ожидания, на что она отреагировала отвержением, и для меня это было очень больно. Казалось бы, на этом нужно просто отдалиться и не общаться, но мы вместе работаем, и это невозможно сделать. Ольга Федоровна, помогите, пожалуйста, принять это и перейти к смирению. Я не могу не эмоционировать в ее присутствии и боюсь, что это отразится на рабочей обстановке. Это совсем не по-взрослому, я чувствую себя мало того, что отверженной в ее присутствии, так еще и неадекватной. Я впервые в такой ситуации благодарю вас. Но вы как будто не совсем описываете ситуацию, я попробую восстановить.
Мне очень жаль, что я не оправдала ее ожидания, и на что она отреагировала отвержением, и мне это было больно. То есть вы сделали что-то такое, что ее обидело, скажем так. И здесь можно попросить прощения. Это не для того, чтобы его получить, а для того, чтобы признать свою вину. То есть можно сказать, что я была не права, и не ожидать, что вас простят и подружатся, а сделать это для себя. И судя по тому, что вы чувствуете себя отверженной, вы до сих пор хотите вернуть ее благосклонность. Вот мне кажется, что вы при ней чувствуете вину и начинаете лебезить и метушиться. Вот такие у меня слова. И поэтому неадекватная. Вам надо забрать свою долю ответственности, на мой взгляд, сказать, что я признаю свою вину, и я понимаю, что я могла там тебя ранить этим. А потом перевести ее из статус ваших подруг в просто знакомые. То есть вам надо в голове поменять статус. Вы относитесь к ней как к близкой подруге, с которой вы поругались. Вам надо перевести ее статус чужого человека, просто сотрудника. Попробуйте. 11 вопрос. Почему не получается продавать свои консультации дорого по $100? У меня медобразование, я психотерапевт уже более 5 лет. Опыта. Считаю себя классным, качественным специалистом. Веду блог в Инстаграм уже около 5 лет. Последний год пыталась повысить цену до $100. За нее приятно работать, но будто не могу удерживаться на этом уровне. Кто-то приходит, но большинство не может. И приходится постоянно снижать цену. Есть что-то, чего я не замечаю. Моя цель – расти финансово и увеличивать доход. Уже больше года я на одном уровне финансово. Подбираю слова. Я как человек, который тоже психотерапевт, могу вам рассказать, как было у меня. У меня люди поднимали цену. То есть мне люди сами предлагали больше, чтобы не быть в основной очереди. И так у меня появилось несколько очередей по такой цене и по другой цене. И это не про я повысила цену, а это про люди мне начали предлагать. То есть как бы реальность сказала, твоя цена низкая, заплатить больше. Вот это повышать цену, знаете, как педалировать самостоятельно эту вот я повышаю цену, оно, мне кажется, не то направление. Надо повышать уровень свой. И уровень не про то, чтобы проходить какие-то курсы, а уровень самостоятельного мышления, оригинальности мышления. Потому что оригинальное мышление, оно всегда находится вне конкуренции. Если у вас будет продукт уникальный, то вы ни с кем не будете конкурировать. И мне кажется, вот эта цель расти финансово, увеличивать доход для психотерапевта, она такая, знаете, скользкая. Попробуйте поставить цель расти как специалист, быть более профессиональной, пробовать там, вести группы, читать лекции. Потому что когда появляются только деньги, то достаточно сложно мыслить. То есть когда, например, я считаю, что заработок – это побочный продукт деятельности. И если циклиться на заработке и вот как заработать, то твои силы как будто направлены не туда. А когда ты думаешь, как расти профессионально, то заработок автоматически начинает увеличиваться. Такой ответ. Добрый день, Ольга. Прошу дать рекомендацию, как быть. Жена хочет взять приемного ребенка, своих детей быть не может, а я не хочу и нет никакой мотивации для этого. Она, конечно, сказала, что без моего желания не будет делать это. Но до этого говорила, что в любом случае это сделает со мной или без меня. А когда пройдет какой-то срок, я понимаю, что будет либо конфликт, либо развод. Я не очень понимаю, почему у вас не может быть детей. В чем причина? Жена боится рожать или не можете вы иметь детей? Потому что от этого зависит. Если причина в вас,
это одно. Если причина в ней, это другое. Ну, попробую погадать на кофейной гуще. Думаю, причина в ней. Предположу. И для женщины очень важно состояться как матери. Потому что если женщина не будет матерью, она как будто не реализует свое предназначение. И у нее есть какое-то чувство вины, вот ощущение неполноценности из-за того, что у нее нет детей. И она пытается эту потребность закрыть. А вы описываете ситуацию, как будто она идет с вами на конфликт. Как будто она идет с вами на конфликт. Но если вы поймете, какой ад творится у нее внутри, то вам будет легче с ней говорить. Надо понять, почему вы так настроены категорично. Вот, знаете, иногда женщины хотят кота, муж говорит ни за что, а потом с этим котом возится больше, чем жена. Почему у вас такая категоричность? Попробуйте, может быть, взять консультацию с психологом и обсудить это. Почему у вас такое категоричное отношение к тому, что я уйду? Это будет конфликт или развод. И я думаю, что вам надо вдвоем пойти на консультацию и проговорить, почему я хочу или не хочу этого. И вам модератор, ну вот психолог, он поможет поговорить на эту тему безэмоционально. То есть вы как будто это пишете, и как будто вы мало говорите с женой про это. Надо это все выяснить. Вот. Если выясните, то можете написать в рубрику «Психоанализ онлайн», там отвечая на вопросы, но больше подробностей, я тогда более подробно отвечу. От Дарьи. Меня беспокоит сильная агрессия к моему психологу. Мне сложно держать фокус на этом развитии и не поддаваться заряженным эмоциям, мыслям. Пару месяцев назад, когда только начала идти к себе, к своей мягкости, пришла к психологу в настроении жертвы, и на мое чувство грусти она сказала с нажимом, что главное в моей жизни сейчас учеба. На той сессии было и много хороших советов, но мне одной этой фразы хватило, чтобы скатиться в аутоагрессию на 2 недели. Я только начала делать шаги к своему нравится и почувствовала, будто живое внутри меня заколачивают досками. Теперь, когда начинаю идти к своему реальному я, очень боюсь ее реакции, отвержения, как мне выйти из зацикленности, как на ее реакции на меня, злости и принимать себя. Ну, вы тут много про себя секретиков выдали. Постараюсь быть аккуратной, я ж понимаю. Ну, во-первых, у вас странные отношения с психологом, как у мамы с дочкой. То, что вы описываете, вы находитесь в конкретном слиянии, и вот это надо точно проговорить. И то, что она вам дает советы, что главное это учеба, знаете, так бывает. Вот я прошу своих клиентов записывать аудио, и буквально, вот если они что-то проговаривают со мной из того, что я им сказала, то важно, чтобы это было буквально. Потому что мы, когда на слух воспринимаем, мы додумываем. Вот важно понять, что она буквально сказала, потому что вы как будто пишете, что вы пришли в настроение жертвы, она на мое чувство грусти сказала с нажимом. Все это непонятно. Вы могли сказать, что я не хочу ничего делать, я хочу наконец-то уделить время себе, пошла эта учеба, все, я буду жить для себя. И она могла испугаться за вас, что вы свою жизнь развалите. И так бывает, что когда у человека уменьшается аутоагрессия, он может уйти во вседозволенность и вот в безделие. То есть здесь мне не очень понятно, так что же она все-таки сказала. И судя по тому, как вы жалуетесь на нее, это такая детская позиция, когда мама сделала плохо, я пойду маме на папу пожалуюсь. То есть вы мне сейчас на нее жалуетесь. И здесь надо становиться на позицию, что вы обе взрослые с ней. То есть я предлагаю вам обсудить с ней сначала ваше слияние, с ней ваше отношение к ней как к маме. И
После этого можно поговорить о том, что она сказала. Если у вас есть аудио, переслушайте или же уточните, или же возьмите, напишите, если вы не можете это говорить, на листочке бумаги, и дайте ей, чтобы она прочитала. То есть это надо выяснять, но вот эта ваша детская позиция, из нее надо, конечно, куда-то выходить, потому что с ней это будет жизнь в вечном страдании. Будете постоянно себя жертвой чувствовать, как вас эти плохие дяди и тети обижают. Следующий вопрос. Как вы считаете, почему так сложно перестать возвращаться мыслями и образами в прошлое отношения? Меня пугает ощущение, что я все еще хочу представлять себя рядом с этим человеком. Я очень четко понимаю, почему не выбираю человека как партнера, но мне постоянно все еще хочется посмотреть под каким-то другим углом на эту инертность и холодность, которую я испытывала в отношениях. Это сводило меня с ума в отношениях и сводит сейчас. Я замечаю, что использую фантазии иногда как успокоение себя, иногда как приятные, оживляющие эмоции внутри образ, как грамотно работать с желанием фантазировать и погружаться в эмоционально заряженные образы. Мы всегда возвращаемся в прошлые отношения, когда у нас нету настоящих. Потому что мы не можем быть одни. У нас кто-то должен быть хотя бы в фантазиях. И если мы находимся в отношениях, но возвращаемся в прошлое, это говорит о том, что прошлое идеализировано. То есть вы возвращаетесь же не в реальное прошлое отношение, а в придуманное прошлое отношение. Просто маска на этом придуманном мужчине вот этого бывшего. То есть вам надо понять, что ваше фантазирование с реальным прошлым не имеет ничего общего. Это научиться отделять. Когда человек фантазирует об отношениях, о том, как было прекрасно и так далее, это говорит о том, что он лелеет детскую мечту о, безусловно, принимающем родителе, который меня возьмет и на руках куда-то донесет. И это будет блокировать активность, инициативность и вашу реализацию. То есть это как курить какой-то дурман. Накуриться и улететь в фантазии. То есть это как наркотик или как алкоголь, вот это фантазирование. И в нем происходит воплощение всех мечт, а потом человек возвращается и понимает, что жизнь проходит мимо него. Поэтому для того, чтобы перестать улетать в фантазии, надо становиться той, на которую вы будете опираться. То есть становиться не ребенком, ищущим родителя, который о нем позаботится, а становиться самой взрослой, которая умеет зарабатывать благо. Ольга, здравствуйте. С наступающим Новым годом вас. Заранее благодарю за возможность ответа на мой вопрос. Я постоянно как бы смотрю на себя глазами окружающих людей. Много ситуаций, где, по моему мнению, я могу их злить и раздражать. В подобных ситуациях я бы раздражалась однозначно. Например, я отправляю посылку на почте, и в посылке много всего, а это занимает много времени у работника. Работник один в этот момент. Соответственно, это долго начинается собирать очередь, и люди недовольны таким долгим ожиданием. Хотя я понимаю, что ни моей вины, ни вины работника нету в том, что у него нет помощи, и он всех клиентов принимает сам. Или в банкомате. Я все время стараюсь максимально быстро снять деньги, чтобы люди меньше ждали. Или неловко заходить в строительный магазин, так как ощущение, что мужчины-консультанты меня воспринимают как глупую женщину. Как научиться выдерживать это состояние или во что его можно трансформировать? Интересен ваш анализ подобной проблемы. Это такая излишняя зацикленность на себе. Вам кажется, что все про вас думают. Вы хотите как жить, чтобы на вас не раздражались? Это невозможно. Вы задерживаете очередь, люди раздражаются. Вы, когда стоите в очереди, кто-то задерживает, люди раздражаются. Вы хотите сделать так, чтобы они раздражались, но так не будет. Здесь надо понимать, что да, в этот момент к вам относятся негативно, как той, которая задерживает очередь. Но это длится 5 минут. Как только вы выйдете из
почты, все про вас забудут. Так что попробуйте сократить понимание, ну, уменьшить переживание пониманием того, что это 5 минут. В банкомате точно так же. Ну, мы злимся, но мы злимся не на человека, который нас задерживает возле банкомата, а мы злимся, что нам не дают сделать быстро, как нам хочется, как и люди в очереди. Поэтому люди злятся на вас как на помеху, а не как на человека. Ощущение, что мужчина-консультант воспринимает меня как глупую. Ну да, ну, например, вот я захожу в строительный магазин, я ничего не понимаю, я стараюсь туда не ходить, но если мне припекает, то я понимаю, что я глупая. А что здесь такого? Вы как будто хотите собой постоянно радовать людей, чтобы они по отношению к вам испытывали только положительные эмоции и восхищались вами. Я вот бы тут покопалась. Меня должны любить, я не должна никого злить, и мной должны восхищаться. Понять, что такое идеалистическое отношение к нам просто невозможно. Это какая-то сказка. Следующий вопрос. Ситуация. Мой муж заботится и берегает меня. Иногда даже чересчур анализирует мои эмоции. Я эмоциональная, но в последнее время часто в самобичевании, и муж старается меня поддержать. Проблема в сексе, его нет. Муж энергетически не готов, хотя физическая реакция есть. Говорит, из-за частых ссор и нервов ему не до секса, а я при отсутствии секса чувствую себя еще более подавленной и ненужной, как женщина. Ему нужна женственность, я стала более раздражительной и агрессивной, и вообще не чувствую себя женщиной без секса. Замкнутый круг. Мы любим друг друга, но часто пытаемся отстоять свое «я прав», лучше сделать так и ругаемся. Вопросы. Как возобновить сексуальную жизнь в браке без подавления себя и партнера, напротив, гармонизировав коммуникацию? Как начать чувствовать себя женщиной без постороннего одобрения, подтверждения «благодарю». Мне кажется интуитивно, что проблемы с сексом не потому, что причина здесь не описана, она в чем-то другом. Но здесь это можно выяснить только в искреннем разговоре. То, что вы описываете, давайте, пусть будет правда. Правда, что у вас нету секса из-за того, что вы часто ссоритесь. Что мешает вам, понимая, что вам нужен секс, не идти на ссору с мужем? То есть что у вас внутри за протестное поведение, хотя вы понимаете, что вы сделаете себе хуже, но при этом идете на конфликт? Может быть так быть, что муж должен себя чувствовать главным для того, чтобы ему хотелось секса. И вы, когда претендуете на это главенство, он не хочет идти в интимный контакт из-за того, что он в него готов заходить только как победитель, как альфа-самец. То есть, возможно, мужу надо вот это альфа-самцовство, а не отсутствие ссор. То есть, чтобы вы ему уступали. Вот я вот говорю, тут что-то непонятное. Я, если вас лично увидела, позадавала бы эти вопросы, потому что, видите, мне тут немного на кофейной гуще я гадаю. Вы говорите, ему нужна женственность. Но женственность, ему нужна женственность или покладистость? Это разное. И это можно перепутать. Потому что, возможно, ему надо главенство, и это главенство его можно, в принципе, сыграть. Многие женщины играют то, что муж главный. И этого достаточно. То есть не в самоделишнее главенство, а уступание в мелочах, чтобы он ощутил себя главным. И вот это про возобновить сексуальную жизнь в браке, но я думаю, что он бессознательно вас принуждает к какому-то вашему постоянному поведению и вас шантажирует этим. То есть или будет так, или я не дам то, что ты хочешь. Как начать чувствовать себя женщиной без постороннего одобрения?
Понимаете, вы так пишете, как будто вы живете вас не выпускают из квартиры. Ну, может, так и есть. Я не знаю, в каких условиях вы живете, или вы не выходите. Но есть же и другие как бы мужчины. Это я не про измену сейчас, а про то, что они на вас смотрят. Но вы хотите чувствовать себя женщиной или хотите себя чувствовать женщиной, которую хотят? Тут тоже надо понять, которую жаждут. Это разное. Но почему вы себя не чувствуете женщиной? А кем вы себя чувствуете? Может, вы застряли в каком-то подростковом бунте? И, может быть, вы с мужем своим боретесь, как подросток, который устраивает протест родителю. А если это так, то почему муж как родитель? Вот он заботится, оберегает меня, и как? И содержит вас. И тогда бунт как с родителем. Видите, много нюансов, потому что если он пошел на родительскую роль, то вот этот ваш подростковый бунт может быть связан именно излишней опекой вас. В общем, вопросов много. Надеюсь, я, когда спрашивала, вы на что-то отвечали, вам стало понятнее. Хочу начать с того, что мне очень помогает понять себя и других ваши ролики, схемы, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. Что касается вопроса, мне в личной жизни и в работе приносит очень много неудобств моя излишняя открытость и чрезмерный смех. Такое расслабленное поведение не вызывает у коллег и людей, что ведут со мной работу, да и в личной жизни почтение, и они перестают со мной считаться и придавать значение моим словам и предложениям, и все соглашения, что мы, о чем мы договариваемся, в конечном счете с их стороны оказываются затянутыми в день подписания договоров, и мы с ними расстаемся. Но вся работа с моей стороны выполняется в срок. Вопрос, как мне не в опьяненном состоянии научиться безразлично и безэмоционально себя вести, без страха задеть их чувства, требовать условия, что выгодно мне, я слишком чувствительна и чрезмерно пекусь о том, что мои потребности никого не интересуют и никто не будет с ними считаться. А если об этом скажу, то они обидятся и сделки не состоится. Но в то же время я работаю только в угоду им и учитываю только их обстоятельства и угодные им условия, что мне вообще не выгодно. Это происходит и в отношениях с родным и противоположным полом. Но вы застряли в маленькой девочке, которая хочет всем нравиться. Для маленькой девочки желание, чтобы ее обожали, гораздо важнее бизнеса и реализации. Это такое соблазняющее поведение, детское, не взрослое сексуальное, а детское. Такой соблазняющий ребенок, на которого надо смотреть и говорить: боже, какая хорошая девочка. И вы в этом образе застряли, и вы этот образ вы выбрали для коммуникации с миром. Но первое, вам надо его увидеть, когда вы становитесь этой хохотушечкой с бантиками девочкой. И вам надо отвоевать себя у этого образа. Потому что он будет вызывать, ну вот, милая девочка, которую можно нагреть и которую можно заставить сделать то, что мне надо. То есть увидьте этот образ, и вам надо его не полюбить. Не полюбить. Здравствуйте, Ольга. Меня очень вводит из себя, когда мои границы нарушают. Родственники советуют, что и как делать, с кем и когда работать. К слову, моей ситуации. Я молодая девушка, только окончила университет, пытаюсь выстроить карьеру в том, что мне нравится, и пока не работаю, сижу на шее мужа. Но любой из родственников то и дело хочет навязать свою точку зрения и обесценить мои попытки в свое дело, муж тоже давит. Меня это очень напрягает, я очень злюсь, когда так делают, но я не всегда могу отстоять свои границы, иногда начинаю задумываться, что со мной что-то не так. Если у меня не получается зарабатывать пока что, как мне научиться отстаивать границы с родственниками и не попадать под их влияние? Как объяснить мужу, чтобы он понял, что мне это важно? Спасибо за ответ и за ваше видео. Ну, понимаете, когда человек сидит на шее, все воспринимают его как ребенка, которого можно поучать. И
всем кажется, что вот много жизненного опыта у них, и вот они, значит, сейчас вас научат жить. Я понимаю, что вы молодая девушка, только окончили университет, но из этого получающего тона надо рвать когти в свою работу, в свою реализацию. Иначе они вас всерьез не будут воспринимать. Как вам отстаивать себя? Ну, здесь зависит, конечно, от каждого случая. Ну, в каждом случае это разное. Ну, могу накидать примеров. Например, спасибо за ваши ценные советы. И тоном таким полушутливым. Спасибо за ваши ценные советы. Без них не знала бы, что делать, например. Может, это уже сильнее. Во-вторых, сказать, что вы говорите со мной получающим тоном, например. Или вы учите меня, как надо жить, как вопрос задать. И вот вы говорите, как мне научиться отстаивать границы, не попадать под их влияние. Вы, скорее всего, внутри эмоционально реагируете как та, с которой можно так говорить. Вот вы говорите, не попадать под влияние. То есть вам сначала внутри надо понять, что такие советы, они если мне нужен будет совет, я у вас спрошу. То есть я думаю, что у вас нет права вот так вот отвечать. И когда у вас это право появится внутри, то они это почувствуют. То есть вам надо разобраться с вашим внутренним ощущением ущербности и разрешением с собой так обращаться. Когда человек разрешает других так с собой обращаться, то это, скорее всего, есть такое идеальное «я», которое там подгнабливает. То есть здесь, видите, чем больше я отвечаю, тем больше возникает вопросов. Но вот если кратко, то так. Вот тут имя прочитаю. От горячей тыквы. Я замужем, мне... Так, 2 вопроса осталось, дорогие зрители, уже заканчиваем. Я замужем, мне 38, 2 маленьких детей, плохие отношения с мужем. Уходить не могу, так как сама не справлюсь с работой и детьми. Что можно посоветовать для взращивания самостоятельности? Многие годы у меня было ощущение, что я одна не справлюсь с жизнью, даже когда у меня не было детей и было свое жилье. Ну, судя по вашему псевдониму, и потому что вы написали, что даже когда не было детей, было жилье, вы не справитесь со своими эмоциями. Тут дело в эмоциях. Вам нужен кто-то стабилизирующий. И что с эмоциями не так, надо выяснять. Но взращивание эмоциональной самостоятельности, я бы так сказала. Вы не написали «уходить не могу, так как не справлюсь с работой и детьми». А работа сейчас у вас есть или нет, я не могу понять. Да, нету конкретики. И что у вас за отношения с детьми? Сколько этих детей? Ну, если там 2, одному год, одному 2, это одно. А если там одному 3, другому 5, то что за гиперопекающие отношения с детьми? У вас будет чувство вины, что вы детям что-то не додали. То есть надо вот на эти все вопросы понаходить ответы, и тогда ситуация прояснится. Потому что если я сейчас начну отвечать, это будет немного на кофейной гуще гадания. Завершающий вопрос от Зимы. Украинская, не украинская. Ольга, добрый день. Сначала хочу поблагодарить вас за такую возможность. Я окончила школу более 10 лет назад, но в моей голове до сих пор сидят одноклассники, которые меня обсуждали, разносили сплетни. На что я провоцировала открытую агрессию толпы на меня и с ней не справилась должным для себя образом. Теперь смотрю на них в соцсетях и ведут себя хуже подростков, пытаясь привлечь внимание. Как убрать внутреннее чувство несправедливости, аутоагрессии, не боясь проявляться? Несправедливость, чувство несправедливости появляется тогда, когда я в белом и я жертва. То есть вам надо понять, это достаточно сложно, знаете, когда булили особенно,
У меня тоже какие-то там были случаи в школе, когда там я перешла из обычного класса в музыкальный, тоже такое особенное отношение. И здесь, когда ты понимаешь, что у тебя тогда не было сил себя защитить. То есть не бедные несчастные меня булили, надо мной издевались, а у меня тогда не было сил или ума себя защитить, и меня некому было защитить. Это понимание, это когда ты берешь на себя ответственность и понимаешь, что дети булили бы не только вас, но и любого другого. Для детей свойственно находить козла отпущения и на нем самоутверждаться. И если вы уберете свою персону как центральную фигуру и поймете, что они бы это сделали с кем угодно, я думаю, что вам должно полегчать. Многие люди, не подозревая из своего состояния жертвы, делают целую религию. То есть, когда заходишь в их внутренний мир, у них вот это вот «надо мной издевались» стоит таким обелиском, и они на него молятся. И не отпускает это, потому что, что бы в жизни ни происходило, я как будто все время могу вернуться к этому моменту и вспомнить, как надо мной издевались, и опять быть в белом. Вот это проблема всех людей, которые пережили психологическое или физическое насилие. У них становится бессознательный культ жертвы, и они из-за этого воруют у себя теперешнюю жизнь. То есть вот это постоянное муссирование «бедная я была несчастная, как они издевались», и вот эта вот месть в голове. То есть ты мстишь в голове, а на самом деле развиваешь агрессивность, которую ты потом набрасываешься на себя. Ну, я это называю «закрыть двери прошлое». То есть там комната удобная, там можно прийти, всем отомстить, всем надавать по сусалам, почувствовать себя святой. Там много вторичной выгоды для личности. И если стараться, если уже зашел в эту комнату, не быть там долго, там сказать, да, это было, но это уже в прошлом, и начать смотреть вперед, то постепенно эта рефлекторная дуга, она разомкнется, и если даже вы будете попадать туда, то ненадолго. Я закончила отвечать на выбранных 20 вопросов. Надеюсь, вам было интересно. Так я отвечаю на вопросы в рубрике «Психоанализ онлайн» каждую неделю. Можно подписаться на спонсорство. Это достаточно немного стоит, около $10 в месяц. Вот, так что, если хотите задавать вопросы, можно подписаться. Ну, а так я планирую, что, может быть, если вам будет интересно, напишите в комментариях, было ли интересно вам слушать. И периодически могу делать такие выпуски и для всех зрителей. Так что пишите ваши отзывы, пишите ваши впечатления о таком формате. А я еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья и до встречи.